Жизнь человека состоит из белых и черных полос. Череда проблем и неудач может даже из сильного и оптимистичного человека сделать неудачника, который опустил руки. Таких примеров немало, но есть и такие люди, которые не пасуют перед тяжелыми обстоятельствами и делают все возможное, чтобы извлечь урок из своей ситуации и справиться с ней. Такую историю рассказывает автор ролика, приложенного ниже. Она об африканском парне по имени Малкольм, чьи целеустремленность и находчивость помогли изменить жизнь. Видео. Все удивились, когда парень завалил двор шинами, а он стал делать из них обувь. Малкольм родился в одной из африканских деревень. Известно, что уровень жизни на этом континенте довольно низкий, и семья парня не была исключением. Жизнь в ветхом доме без электричества и простая пища. Ситуацию осложняло пристрастие отца парня к азартным играм. Он часто проигрывал, и денег едва хватало на еду. Однажды глава семейства проигрался так, что у него образовался большой долг. Малкольм хотел спасти семью, но не знал, что делать и как жить дальше. Но стоило ему поставить перед собой цель решить все проблемы, как возникла идея, которая изменила его жизнь. Видео. Все удивились, когда парень завалил двор шинами, а он стал делать из них обувь. На последние сбережения, которые у него были, молодой человек купил несколько старых автомобильных покрышек. Этим он сильно удивил не только домочадцев, но и соседей. Никто не понимал, зачем парню тратить последние деньги на мусор. Но у Малкольма уже был план делать простую обувь из старых шин, которую можно будет продавать за небольшие, но все-таки деньги. В бедных районах Африки такая обувь пользуется спросом, потому что не у всех есть возможность покупать фабричный вариант. Человеку трудно найти даже $10 на простые сандалии. Малкольм знал об этом, потому и решил делать доступную обувь стоимостью $1–3. Несколько дней он работал круглыми сутками, вырезая из шин подошву, а из камеры мешки. Видео. Все удивились, когда парень завалил двор шинами, а он стал делать из них обувь. Свою работу он выставил на продажу на оживленном деревенском рынке, и к радости парня вся его обувь была раскуплена. Низкая стоимость и работа на совесть сделали товар очень популярным. Первый успех заставил Малкольма двигаться дальше, он закупил новую партию шин для своего маленького бизнеса. Позже покупатели стали делиться с мастером пожеланиями к обуви. Например, женщины просили сделать ее ярче. И молодой обувщик шел им навстречу, тем самым повышая свои продажи. Видео. Все удивились, когда парень завалил двор шинами, а он стал делать из них обувь. Со временем денег хватило, чтобы погасить долги семьи и даже заработать. Малкольм нанял нескольких рабочих и расширил свое дело, а его обувь стала отправляться в соседние города и деревни. Сейчас же, спустя несколько лет, этот бизнес довольно широко развит в Африке, и обувью из шин уже никого не удивишь. Но Малкольм не собирается закрывать свою автомобильную промышленность и даже подумывает делать из покрышек доступную мебель и другие вещи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.